Вчера стало известно об очередной жертве режима. Инцидент случился, когда Лукашенко приехал в центральную больницу Молодечно. Накануне его приезда медучреждения посещали министры, мэры, областная санстанция и облздрав. Не обошлось и без оперативного ремонта. В общем, делали все, что для простых смертных обычно не делают. Кроме того, в день приезда нелегитимного в больнице отменили все приемы пациентов, а также дали отгул неблагонадежным сотрудникам. В итоге весь персонал был насильно под контролем силовиков, изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице. И когда в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, силовики не пропустили туда реаниматолога. Это, в свою очередь, привело к трагическому эпизоду. Пациента спасти не удалось. Хотя ради создания красивой картинки могло пострадать куда больше людей. Ведь Лукашенко не упустил возможность лишний раз пошататься по больнице без маски и потрогать каждого пациента голыми руками, изображая озабоченность здоровьем каждого из них. В начале марта почетная гражданка Бобруйска Лидия Ермошина в торжественной обстановке наградила местных передовиков социально-экономического развития. Среди призеров оказалось и унитарное предприятие «Белшина Транс». Позже стало известно, что уже на момент награждения у обладателя диплома первой степени имелись большие финансовые проблемы. В сеть попал документ, адресованный комиссии предприятия по коллективным переговорам. В нем указан перечень пунктов договоров с работниками, которые наниматель предлагает приостановить. Среди них отмена выплаты выходных пособий ветеранам предприятия, отмена оплаты путевок на оздоровление для работников и их детей, а также непродление медицинских страховок по истечению срока их действия. Кроме того, наниматель решил снизить в 2 раза размер материальной помощи к трудовому отпуску. С учетом того, что данная ситуация сложилась на дипломированном передовике экономического развития, страшно представить, что происходит на других предприятиях. Если вы вдруг столкнулись с подобной проблемой, присылайте ваши истории в наш бот. И в тему о низких зарплатах. Сегодня стало известно, что в начале этой недели сотрудники спецавтобазы в Витебске были вынуждены выйти на забастовку. Водители мусоровозов не выехали на маршруты и заблокировали выезд из базы. Все это из-за уменьшения заработной платы. Как сообщают сотрудники, в последнее время работы у них существенно прибавилось. При этом оплата труда нисколько не изменилась. Директор автобазы отреагировал на происходящее как истинный режимный чиновник. Спрятался в своем кабинете. За него пришлось отдуваться главному инженеру, который попытался наехать на бастующих. Впрочем, безуспешно. В итоге водителям удалось инициировать собрание с начальством. О его результатах не сообщается, но, вероятно, некий консенсус был достигнут, так как уже на следующий день сотрудники вышли на маршруты. Стоит отметить, что ситуация с низкой оплатой труда в нашей стране уже приняла систематический характер. Лукашенко стал балластом, который стремительно тянет экономику на дно, а страдают от этого в первую очередь простые труженики. Так, например, работников Жабинковского сахарного завода на днях поставили перед фактом. Или вы переводитесь на неполную рабочую неделю, или не работаете вообще. Только вот где люди найдут новую работу в маленьком районном городе? Как говорится, проблемы рабочих номенклатуру не волнуют. Дипломатический конфликт между Беларусью и Польшей набирает обороты. Вначале из нашей страны выгоняют 3 консулов, потом задерживают и директора, и соучредителя польской школы, а вчера в учебное учреждение имени Стефана Батория в Гродно и вовсе наведались сотрудники прокуратуры. Председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис рассказала, что проверки также проходят в Бресте, Барановичах и Волковыске. В Гродно проверяющих очень интересовало, отмечают ли в школе национальные польские праздники и приглашают ли на мероприятия польских дипломатов. Все началось в конце февраля в Бресте с празднования участниками польских организаций Дня проклятых солдат, которые в 40-х и 50-х подпольно боролись против коммунистов. Белорусская сторона сочла данный поступок оскорбительным жестом и завела уголовное дело по факту разжигания национальной вражды и реабилитации нацизма. Напомним, что конфликт между белорусскими властями и Союзом поляков в Беларуси начался довольно давно. К примеру, в 2005 году, когда вместо лояльного режиму Лукашенко Тадеуша Крючковского руководителем СПБ назначили Анжелику Борис, белорусские власти в отместку устроили обыск в польских организациях, а также начали массовое задержание их лидеров. Польская сторона также считает, что на сегодняшний день нелегитимная власть мстит за то, что Польша поддерживает белорусские протесты и осуждает поступки Лукашенко против собственного народа.
Вчера вечером сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей, которые пришли возложить цветы к портретам убитых слугами режима соотечественников. По сообщениям очевидцев, нападавшего снесло с катушек, когда он услышал слово «халуй». Беларусы Литвы отмечают, что данный сотрудник часто прогуливается на территории посольства с собакой. В этот раз он нарушил все мыслимые принципы дипломатии. В ответ на это пострадавшие вызвали полицию. Люди требуют, чтобы на посольского работника завели уголовное дело и депортировали его из страны. Креативное пространство Moving Art Factory, арендовавшее площадку у столичного завода «Горизонт», объявила о своем закрытии. На базе МАФ готовилось проведение крупного фестиваля современного искусства, который организаторы были вынуждены несколько раз переносить из-за того, что с начала марта владелец арендной площадки ограничил к ней доступ. В итоге фестиваль не состоится вообще, а его организаторы и участники столкнулись с рядом проблем. Дело в том, что на площадке МАФ в «Горизонте» по-прежнему остаются их личные вещи, оборудование, продукция, а также 40 работ художников. Официального ответа по данной ситуации от арендодателя получить не удалось по сей день. Владельцы МАФ отмечают, что на протяжении всего срока сотрудничества команда проекта боролась за него как могла и старалась выполнять постоянно меняющиеся условия, которые выкатывали на «Горизонте». Теперь из-за того, что все необходимое для проведения фестиваля заперто в помещении, к которому нет доступа, его невозможно даже перенести на другую площадку. В программе культурного мероприятия были заявлены выставки белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театральные постановки, музыкальные выступления и даже ночные диджей-сеты. И это все на сегодня. До встречи завтра и живи Беларусь!